Я думаю, многие из вас уже пробовали какой-то конкретный продукт, возможно, но всегда остаются вопросы, что мешать, с чем мешать, в какой последовательности, через какой промежуток времени. Сегодня я решил сделать это видео для того, чтобы вам было понятно, как это все применять и зачем это все нужно. Конечно, вы можете посмотреть предыдущие какие-то ролики и сложить какое-то впечатление. Я где-то косвенно упоминал, но такого большого видео я не делал. Как будем завтракать, что будем делать, как мешать и коротко о продуктах. Итак, давайте начнем. С чего мы начинаем день? Конечно, со стакана воды. У нас есть обычный стакан, у вас кружка это будет, я здесь буду просто в одноразовой посуде использовать. Все очень примитивно. Каждый человек должен начинать день с обычного стакана воды. Налили примерно 100-150 мл. А для начинающих это очень важно, потому что потом у нас травяной напиток будет и коктейль. И сразу большой объем воды, жидкости, он тяжело воспринимается. Поэтому начинаем постепенно. Вода. Важно начинать пробуждение организма, запускать систему пищеварения именно со стакана воды. И, конечно же, лучше добавить в этот стакан с водой несколько колпачков алоэ. Сколько? Здесь есть четкие рекомендации. 15 мл это содержимое 2 колпачков. Растворить в 1/2 стакана воды. То есть рекомендуется 2 колпачка. Можно начинать с одного. Посмотрите на реакцию. Это важно. Посмотрели, 3 дня попробовали, все хорошо, добавляем, как по инструкции написано. Смотрите, на каждом продукте есть инструкция, то есть как применять. Желательно следовать этой инструкции. Вскрываем. Вскрытый мы храним в холодильнике. Общая рекомендация. Можно, конечно, измерять вот такими колпачками, но можно налить вот так. Примерно будет то же самое. Нам нужно выпить этот стакан и пойти делать свои утренние туалеты. Как выпивать этот стакан? Очень просто. Мы выпиваем его большими глотками. Для чего большими? Для того, чтобы запустить систему пищеварения. Рекомендуется пить большими глотками. Я сейчас предпочитаю алоэ манго. Есть еще алоэ классический и алоэ клюква. Алоэ манго и алоэ классический используются утром. Рекомендация такая производителей. Алоэ клюква используется в течение дня, просто добавляя его в свою водичку и поддерживая водный баланс. Все, я выпил стакан воды. Что делать дальше? Нужно приготовить коктейль. Почему так? Хотя мы будем потом пить травяной чай. Пока мы будем делать свои утренние дела, коктейль как раз минут 10-15 постоит и будет насыщенный той концентрацией, которая нужна. И вы действительно будете получать то, что необходимо из этого коктейля. Как коктейль готовится? Все очень просто. Берете воду или молоко. Смотрим опять же инструкцию. У нас написано молоко определенной жирности, слабой жирности, 50 на 50 с водой. От себя просто хочу сказать, если у вас нет доступа к качественному молоку, делайте просто на воде. То, что сейчас продается, это не молоко и не вода, это что-то непонятное. Ну да, на молоке сытнее. Попробуйте. Возможно, вы любите молоко, без молока жить не можете. Добавляйте на молоке. Есть варианты растительного молока. Это отдельная история. Утром я рекомендую все же делать на обычной воде комнатной температуры. Если, допустим, мы используем коктейль со вкусом капучино, его можно сделать чуть тепленький. Смотрите сами, как вам нравится, потому что холодное, все же холодное, усваивается и воспринимается, не так, как теплая пища, да, здесь нужно понимать логически. И работа системы пищеварения, когда пища теплая, совсем иначе. Делайте комнатной температуры, но не холодную. Холодный коктейль можете сделать тогда, когда у вас жарко, вы можете освежиться, сделать со льдом, и питательно, и свежести будет. Со вкусом, например, маракуйя, пина-колада или клубничный, например. Просто пробуйте. Итак, что нам надо сделать? Нам нужно взять блендер, обычный стакан мерный, наливаем столько, сколько мы хотим видеть жидкости в коктейле. То есть мы выпили
предыдущий стакан, потом травяной напиток будет, и потом у нас будет коктейль. Сейчас мы просто делаем заранее, я вам покажу, и вы просто будете делать таким способом, и это будет вам удобно. Можете делать быстрее, можете не ждать, пока он у вас настоится, допустим, или еще как-то. Просто взяли, смешали и выпили. Но я все же рекомендую сделать вот так. Так будет правильно. 3 мерных ложки. Я видео снимал про коктейли, какие вкусы, я говорил про белок. Повторяться не буду. В 3 ложках, здесь 10 грамм белка, мы можем смешать, микс сделать двух вкусов, например, клубничный и ванильный. Как сделать? Ну, допустим, добавили 2 ложки клубничного, 2 ложки ванильного. Или 1 ложку клубничного, 2 ванильного. Да хоть 3 того и 3 другого. Все равно будет хорошо для вашего организма. Я просто вам наглядно покажу. И вот я сделал, суммарно 4 ложки получилось. Чтобы коктейль был питательнее, сытнее, мы можем добавить формула 3. Подключайте формула 3, ну, спустя, допустим, неделю пользования продуктом. Попробуйте сперва обычный, но организм ваш попробует, адаптируется, белок начнет поступать, обменные процессы у вас будут налаживаться. Все будет перестраиваться, так как нужно работать. А потом подключайте смело белок формула 3. Почему я говорю чуть позже? Вот мы добавили 1 мерную ложку, 5 грамм белка. Можно 2 добавить, еще сытнее будет. Вообще, чтобы завтрак правильно состоялся, качественно, сытно, нам нужно примерно было 25, около того, грамм белка, плюс-минус. Почему я сказал, что рекомендуется чуть позже добавлять? Да просто потому, что когда мы усиливаем норму белка, мы должны и следить за водопотреблением. Я не знаю, сколько вы пьете воды. Консультант за вами следит, да, он вам помогает, он вас контролирует, и водопотребление это важная часть, потому что если будет мало воды, но много белка, будет не есть хорошо. Нам нужно все постепенно увеличивать, так же как и с клетчаткой. Много клетчатки, мало воды, тоже есть плохо. Итак, закрутили, замешали, повжикали. Все, теперь мы идем делать утренние дела, мыться, бриться и все такое, собираться, и детей собирать в школу или в садик, или просто прибираться и готовиться к походу, не знаю, в магазин, на работу, куда вам нужно, в утренние часы. В общем, мы идем по своим делам и возвращаемся через буквально 10 минут, сколько вам там нужно времени для того, чтобы продолжить. Итак, вот вы вернулись, хочется уже кушать, выпиваем коктейльчик или сперва травяной чай. Почему так? Вы можете быть вариабельны, это нет прямо четкой такой инструкции, да, потому что у всех разный ритм и возможности временные с утра, поэтому не зацикливайтесь. Я считаю, ничего страшного не будет, если вы, допустим, травяной чай по какой-то причине попьете чуть позже. Вы те же антиоксиданты получите в любом случае. Возможно, вы можете взять его даже с собой и попить на работе, например, спустя час или 30 минут. Но вообще давайте как рекомендуется. Вот мы взяли, выпили алоэ, потом пьем травяной чай. Вообще он травяной напиток называется. В принципе, здесь комплекс разных трав, в том числе чая черного и зеленого. Поэтому мы его упрощенно называем чай. Я взял со вкусом малины. Мне что-то в последнее время больше всего нравится стал. Берем 1 мерную ложечку, растворяем буквально в том же количестве воды. Смотрите, я здесь налил просто холодную воду. Вы ее сделаете теплую или горячую, как вам хочется, как вы любите пить с утра. Чай или кофе, возможно, кто-то еще пьет по утрам. Кофе я рекомендую маленько сдвинуть чуть назад на перекус. Вы можете попить по старой привычке. Все определяется привычками. Кто-то ест кашу овсяную, но вы ее сдвиньте, пожалуйста. Это будет у вас второй завтрак, и вы его сделаете чуть позже. Но сперва должны дать организму алоэ с водой, травяной чай и коктейль.
Про чай и коктейль я уже только что рассказал. Вы их можете поменять местами. Ну, вот так, бывает такое. Ну, ничего страшного. Если все у вас со временем окей, делаем так, как я сказал. Алоэ, потом чай и коктейль. Все, мы выпиваем чай, наслаждаемся, можем по квартире погулять, по дому, попить чай, посмотреть на природу, выйти на веранду. В принципе, с чаем можно передвигаться где хочется. Можете сесть, почитать газету, попить чай, книжку. Как раз утреннее чтение, в принципе, очень хорошая вещь. И можно почитать, одновременно попить наш травяной чай. Будет и польза, и сюда польза. Холодный, кстати, он очень хорошо освежает. Я рекомендую для того, чтобы поддерживать водный баланс, взять себе бутылку какую-то симпатичную, красивую. Сейчас много продается разных. Желательно, чтобы было в объемом литр. Брать с собой и передвигаться с ней. Если есть машина, положить в машину и постепенно его в течение дня употреблять. Пару слов хочу сказать вот о таком замечательном шейкере. Для чего он нужен, для чего я его здесь поставил. Бывают такие ситуации, что блендером шуметь с утра, увы, не получится. Возможно, у вас дети маленькие, возможно, еще какие-то обстоятельства. Или, возможно, у вас просто его нет. Бывает такое. Желательно его приобрести другой вариации. Они сейчас есть на разный бюджет. Так вот, вот этот вот шейкер поможет вам создать утром прекрасный коктейль. Сделайте по такому же принципу. Сделали такое же количество жидкости, которое вы хотите выпить. Про коктейль я говорил, когда у нас вся сладость, консистенция определяется количеством жидкости. Экспериментальным путем определите свое оптимальное по вкусу и по консистенции состояние вот этого коктейля и готовьте постоянно вот таким. Сделали жидкость, туда сухую смесь, закрыли. Вот такая сеточка помогает хорошо это все размешать. И мыть его удобно. Кстати, он очень практичный. В походе, в дороге без проблем моется и прекрасно себя чувствует. Очень удобный. Главное закрывать его правильно, чтобы не было перекоса. Стоит смешные деньги. Смотрите, потрясли, минутку потрясли, поставили и пошли делать утренние туалеты. Он у вас настоялся, вы пришли, еще раз потрясли и пьем. После травяного напитка. Или, допустим, если вы травяной напиток будете еще позже пить коктейля, без проблем. Потрясли, выпили, посидели, насладились и открыли свой день сытыми и в хорошем настроении. Ну что, пришло время пить коктейль. Он у нас постоял. Здесь мы после его встряхнули, а сейчас я еще раз его крутану. Ну и по количеству белка, самый внимательный, напишите в комментариях, сколько у меня здесь сейчас белка в граммах. Кстати, о белке и о граммах я полностью раскрыл эту тему в видео про коктейли, про вкусы коктейлей, как мешать, зачем мешать, сколько ложить. Посмотрите, если вы не смотрели, полезно. Перелили из блендера в какую-то красивую посуду, желательно бокал, который приятно держать, красивый, возможно, какой-то подарочный вариант, и пьем из него. Можно добавить соломку в него и еще более наслаждаться таким классным, сытным коктейлем. Можно ли пить коктейль вечером? Не можно, а нужно, я бы сказал. Завершайте день сытно и легко. Это самый лучший вариант. Добавлять ли вечером в такой же коктейль белок? Проконсультируйтесь по этому вопросу у своего наставника, который вами занимается, который смотрит, что у вас вообще есть в рационе и сколько коктейлей вы вообще в течение дня уже выпили. И, возможно, не коктейли, а батончиков съели. Потому что это очень важно. И
Нагружать тоже себя лишним не нужно, но адекватно расписать питание свое и нормализовать его, я думаю, всем важно. Все, выпиваем коктейль. Если вдруг мы не попили чай, еще раз вам расскажу, да, берем его с собой. Можете пересыпать, хотя он место занимает, ну совсем немножко. Положили в карман, в куртку, в сумку и попили на работе. Если у нас нету мерной ложки на работе, берем половину чайной и размешиваем. Все. Я надеюсь, теперь вы будете день начинать правильно со всем вот этим и грамотно использовать то, что нужно, и главное, в количестве таком, которое рекомендуется его использовать. Возможно, у вас нет каких-то продуктов сейчас, но все же рекомендую воспользоваться возможностями, купить себе эту программу, продукт какой-то и действительно получать результат. Важно найти свое зачем вам это нужно. Вы должны понимать, а зачем этот алоэ нужен, зачем вот этот коктейль, вот этот белок нужен. И тогда все пазлы у вас сложатся, и все обстоятельства сложатся. И деньги найдутся, и возможности, и спонсор вам или наставник, консультант подскажет, как вы можете этого всего достичь, действительно, если есть желание. Если есть желание, то все становится возможным. До встречи!